утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Позавчера я красил наш проект Volvo. Горло не чувствую. Просто ужас какой-то. То ли краски надышался, то ли еще что-то. Ну, одним словом, чувствую себя не очень. Но, тем не менее, вчера я ездил в Смоленск. Мы заказали металл уже для нашего трала. А также я купил лебедку. Там ничего, правда, не снимал. Миха 6х6 нам, по идее, должен привезти металл где-то дней через 10. Спешу вам показать нашу покупку. Вот такого аппарата взял. Лебедка называется Dragon. Да, Dragon Winch. Где-то здесь есть наклейка. Но она бэушная, естественно. Да, Dragon Winch. Вот, если есть специалисты, вы дайте знать, потому что непонятно, что за она. Ну, видимо, мощная, хорошая лебедка. По качеству я тоже не знаю. Такой цвет я не встречал. Возможно, либо это оригинал, либо это жесточайшая подделка. Также взял вот таких шаклов, недорогих и не очень крепких, но они будут выручать. Вот такая штука с пультом. Правда, выносным. Ну, вот такое чувство у меня, что вот это тоже блочок для пульта. Но пульта на радиоуправлении. Ну, будем разбираться. Сделаем ее, проверили, она рабочая, это самое главное. Вот, Dragon Winch. Трос достаточно мощный, это означает, что лебедка сама по себе будет мощная. Все, переодеваемся, будем работать. Сегодня нам предстоит еще один небольшой этап. Это покраска нашей рамы. Уже в цвет оригинальный, такой серо-синий, наверное. Лебедку затарабанил, одному очень-очень тяжело, но вариантов нету. Вот, ну посмотрим, как она будет. Ее проверяли, собственно, поэтому она разобрана, она все работает как надо, но ее обязательно надо обслужить и будем ее использовать. Ну а сейчас размешиваем краску и пытаемся покрасить нашу раму. Вот такая краска, если кому надо номер вдруг, то вот такой номер. Это краска, которыми мы красили пятна на Зеломане когда-то в свое время. Маленькой Вольвочке холодно зимой. С улицы Вольвочку взяли мы домой. Отпоили, отогрели, мох отмыли, песню спели, Вольво сразу посмелела. Custom Truck наш стал ей свой. Отпоили, отогрели, мох отмыли, песню спели, Вольво сразу посмелела. Custom Truck наш стал ей свой. Сколько на Вольвочке ржавчины плохой, листьев и колок от хвои голубой. Мы снимали их, снимали, наши пальчики устали. Ну а Вольвочка стояла, автовозом будет вскоре. Мы снимали их, снимали, наши пальчики устали. Ну а Вольвочка стояла, автовозом будет вскоре. Маленькой Вольвочке холодно зимой. С улицы Вольвочку взяли мы домой. Отпоили, отогрели, мох отмыли, песню спели, Вольво сразу посмелела. Custom Truck наш стал ей свой. Отпоили, отогрели, мох отмыли, песню спели, Вольво сразу посмелела. Custom Truck наш стал ей свой. Спой, 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 спой. Ну что ж, можно сказать, что готово. Вот такая у нас красота. Работой я доволен, как никогда, можно сказать. Но я знаю, что защищена рама хорошо. Здесь даже подтеков туча. Вот здесь, чтобы ржавчине выползти, наверное, ей нужно будет со мной подружиться. Вот, подкрасил все в 2 слоя, в 2, в 3 где-то. Ну, пришлось поработать. Горло просто уже не чувствую, потому что когда в маске работаешь, то дышишь именно ртом, не носом. И вот дышишь холодным воздухом, получается такой эффект. Сейчас сделаю кофе, попьем кофе.
Вот тут тоже все покрасил. Передняя часть в песке, правда песок уже высох, видите, такой вот. Так, здесь у нас тоже все красиво, все покрашено. Один момент, который остался, это кардан. Его мы покрасим в другой цвет. В какой, пока что я не знаю. Красный открыл, красный хлам. Возможно, покрасим в цвет ханамага. Зеленый, ярко-зеленый такой. Вот, так что вот так вот выглядит наш вольвешник сейчас. Ну, я, еще раз повторюсь, я результатом доволен. Прям после пескоструя красишь, ну, глаза радуются. Обычно красишь, видишь нюансы все, где-то там не дочистил, тут не дочистил. Но здесь вопросов нет. Краска сейчас засохнет через буквально, она быстро очень, она с отвердителем, тем более туда бахнул так отвердителя нормально. Я думаю, она засохнет достаточно быстро. Вот, ушло на все на это, друзья. В 9:30 я приехал, ну в 10 начал, сейчас 1:30. Это 11, 12, 13, 3,5 часа. Вот такая работа сегодня. Я, если честно, в шоке. Я так сначала глянул, мне показалось 11 часов. Потом присмотрелся, 13:30. Ужас. Но сделана работа, это самое главное. Там кабину тоже покрасил. Ну, рама защищена, это то, что я хотел сделать, и мы это сделали. Идем пить чай. Друзья, вот так выглядит обед Custom Truck в гараже. Это перловка с картошечкой, печка, там советский дальнобойщик вещает, кофе. И мы кушаем. Атмосфера прям наидушевнейшая, настоящая гаражная атмосфера. Вот, если вдруг вы кушаете, то приятного вам аппетита, конечно же. Прелесть. Краски у нас не хватит, но мы докупим. Ярко-красные карданы. Обожаю красные карданы. Огонь. Потом будем расклеивать это все, и будет еще все выглядеть красивее и красивее. Немного забрызгал здесь ресивер, ну ладно уже. Красивенько очень вышло. Сейчас мы пока что забываем про наш проект Volvo. Я опустил кабину. Возможно, мы даже займемся здесь воздухом, но это чуть-чуть попозже. Сейчас нам нужно подтянуть Зилотах, серию, с которым вы уже, наверное, посмотрели. Так что у нас здесь вот такой сурбор. Это связано с тем, что есть погода, мы делаем это, нету погоды, мы делаем что-то другое. Вот, ну, в таком ключе работаем. К сожалению, мы ограничены в гараже здесь, но, тем не менее, у нас гараж, конечно, хороший, но мы ограничены, поэтому приходится вот так вот, ну, скажем так, варьировать между проектами. Все, не переключайтесь, скоро увидимся. Друзья, есть хорошая новость. Я залез вовнутрь уже в проводку, здесь занырнул. И сейчас смотрю вариант восстановления нашей родной системы вот этой пневмоподвески. Дело в том, что у нас на пульт я взял кабель, проследил за ним. И он вот сюда уходит и разветвляется. Здесь вся эта конструкция еще заводская. Вот, я сейчас хочу здесь подать плюсик на пульт. Так, и после этого пульт начинает работать. Я уже это проверил вот только что. Вот, поэтому сейчас мы запитаемся, ну просто от предохранителя здесь сделаем запиточку. И у нас пульт начнет кляпать. Вопрос, за что он будет отвечать, сейчас будем выяснять. Вот. По-моему, вот здесь был ток. Дим, сходи, включи массу, пожалуйста. Так, где-то здесь вот я смотрел, где-то у нас был плюс. Здесь, по-моему, плюс был. Ну-ка. Да, клацает. Сейчас, Дим, подожди. Так, ну, плюс есть, так? В общем, потихоньку работаем. Вот. Но на подъем ничего не работает.
Дима, определи, какие клапана срабатывают. Вот смотри, клацаю. Этот нашел. Так, давай теперь второй. Вот это тот же? Нет. Посмотри, какой это. А сейчас классают два. Первый и плюс еще один. А, понял. То есть это получается подъем передней всей машины. А если вот так? Еще раз первый. Вот первый. Это передний мост. Это чисто передний клапан. Так, смотри, а вот это должен задний мост. То есть вот, Это чисто задний. то есть все типа работает. Ладно, сейчас покажешь мне. Подожди. Передний это вот этот. Так, Второе положение это два сразу. ага. А два вот этот? А третье положение это вот этот. Один. А два сразу вот этих, да? Два сразу это да, второе положение. А это Блин, ну значит она у нас система работает. Нужно накачать воздух. И, возможно, это все будет работать. Возможно, надо накачивать воздух. Вот что. Но накачать воздух я хочу от внешнего источника, то есть сделать нам, чтобы компрессор качал и все. Чтобы нам постоянно не запускать мотор. Вот. Так что, наверное, с этого нужно начать, и мы разберемся с воздухом. Во всяком случае, проверим работоспособность нашей вот этой вот системы. Ну что ж, работает у нас только вот желтая кнопка. Это, я так понимаю, поднятие вверх. Наоборот, синяя только кнопка. Ой, желтая, да. А вот вниз не работает. Это оба клапана всю машину поднимать. Это только перед. Ну, короче, это работает, но не работает вот это. Разбирай, пробуй. Тихонько, только не спешим, Дима, бляха, тут нельзя накосячить. Что мы видим? кнопки. И все, да? Больше ничего не надо. Так они обычные, тут механические. Да, Значит, это обычные кнопки. значит, не срабатывает сама система. Или проверить, соединяет ли она тут контакты. Можно проверить. Видишь, это, я так понимаю, вот смотри, чик-провод. Он запитывает все эти, потому что черные все, видишь? Они как бы запитаны все. Ну, потом этот идет сюда. Тоже тут кто-то усовершенствовал эту конструкцию. Непонятно, за что вот это отвечает. Типа на тормоза должна машина остановиться. В общем, сейчас два мегаэлектрика разберутся в пневматике, и все будет работать. Но это не точно. Ну, так же тоже, наверное, нет смысла, чтобы она работала. Да. Рано или поздно такая техника подведет. Подведет, да. До какой стадии мы вчера дошли? Нашли тот факт, что с нашего пульта приходит сюда электричество на наши краны управления. Как это работает? То есть электромагнитный клапан, он открывает воздух на подушке. В частности, вот этот клапан открывает на передний мост, а вот этот открывает на задний мост. Когда включаешь режим 2 клапана, то есть подъем передней и задней оси, то срабатывают эти одновременно клапана. Но в нашем случае срабатывает только один из них, второй закоревший. Это означает, что какая-то в нем проблема, либо он не срабатывает без воздуха. Причем этот срабатывает без воздуха, а этот нифига. Одним словом, непонятно пока что. Начали накачивать воздух, но у нас тоже ничего не получилось, потому что свалились наши все подушки. В общем, когда я ехал без воздуха на машине, то у нас посваливались все подушки. И вот там вижу тоже, видишь, мы поддонкратили, и у нас будет веселуха. Сейчас мы разрядим все подушки. Вот там, кстати, еще она стоит на месте. Нужно нам теперь, как выяснилось, уже заказывать и пьедестал под подушку, потому что косяк. Вот, то есть... А это не такой. Этот другой, да. Здесь вот они, возможно, это уже покупной какой-то. Надо проверить Вариант. на подушек. Да, сейчас мы все запишем, да, чтобы нам, во-первых, было известно, какие у нас подушки стоят, но что я был удивлен, что подушки у нас еще оригинальная Volvo. Вот. Оригинальные вольвовские подухи. Так что сейчас наша задача найти запчасти по возможности, то есть найти эти пьедесталы под подушки и найти
Сами подушки, в принципе, вот там тоже порванная подушка. Ну, в общем, будем заниматься. И хотелось бы нырнуть тоже в один из клапанов и посмотреть, есть ли шансы их восстановить. Потому что если там что-то вкоревшее и шансов нету восстановить, то тогда нужно будет что-то думать другое. Так что сейчас продолжаем работать, включимся чуть попозже. Пока Юра снимает пневмоклапан, во всяком случае пытается, в алюминии это будет сделать сложно открутить. Я пойду позвоню и узнаю по поводу... Пошел? Да, вот теперь нам нужен не номер подушек, а уже и номер клапана. Почему? Сломался. Я серьезно. Ну нет, конечно. Ну ты шутишь, что ли? Подушки тоже нужно будет заказывать, пьедесталы, сейчас будем все узнавать. Но хорошая новость, то, что нам отремонтировали наш сварочный аппарат Аврора. И были достаточно удивлены, что в целом Аврора сломалась. Почему она сломалась, непонятно. Но я все уточню еще, и мы будем знать, что там за прикол такой. Ты, наверное, варил, как наш водитель, без проволоки, да? Нет, масса не была одета, я помню вот сейчас, я забыл массу одеть и просто тыкнул к железу. И оно, видимо, пробило что-то мимо там куда-то, чего-то. Не знаю. Ну, выстрел был хороший. Да, но я не думаю, что это вина наша. В общем, друзья, они половинятся, эти секции. И между собой соединены воздухом. Ну, интересная конструкция. Я просто не откручу вот эту, не снявши. Мне не хватает ключа. Ну, держи их аккуратненько. И они между собой, видите, даже взаимозаменяемы. То есть такая интересная конструкция. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Также с подушками здесь сейчас заказываем. Все чуть-чуть отличается. Стеллоковская подушка, она длиннее. А оригинальная, она короче. Чуть-чуть вот прям. И, возможно, поэтому вся она покоцанная такая. Видите, из-за того, что она длинноватая. Это вот сюда и сюда воздух. Они между собой соединяются. У нас вот эта секция не работает. Вот это. Попшикать и ее попытаться просто столкнуть. Подожди, Тут стой. нету. Не. Нужно вынуть вот это. А как ты это вынешь? Он вынимается. Он ничего не даст. Не. Ну, может, он не Помнишь, работает? это как на Богдане просто снимаешь. У катушки сопротивление такое же, как у этого. То есть он, цепь не оборвана, она просто механически заклинившая. Пока Юра колдует с клапаном, я нарезаю резьбу. Здесь в штуцере у нас в одном резьба обломана. И штуцер был вкручен буквально чуть-чуть. Это опасно. Поэтому сейчас нарежем чуть больше. И безопасно будем уже вкручивать. Вот у нас он был вкручен на 1,5 витка всего лишь. Сейчас у нас есть возможность его нормально вкрутить. Трубку я закрутил, но по клапану здесь, к сожалению, фиаско. Отломался вот верхний этот электромагнит сам от корпуса. И тут шансов уже нету. Он весь перекошенный. Руки лазили чьи-то. Да, но здесь кто-то лазил уже, видно. Возможно, вот такую деталь реально купить новую. Посмотрим, будем искать запчасти. Если да, то да. Если нет, то будем переделывать на механику. Хотя очень хочется сделать все на электрику. У нас все для этого есть. Все пневмосистемы. Будем стараться, может быть, найдем. Так, друзья, мы на той стадии пытаемся накачать воздух, но мы не можем по одной подушке собирать. Соберем одну, она упала, воздух выходит, упала. В общем, пока что непонятно, как что делать. Собрали систему вывода выхлопных газов, и сейчас попытаемся накачать воздух и попробовать клапана. То есть неизвестно вообще, работают ли наши клапана в целом. Продолжаем экспериментировать. Пока что просто не можем разобраться, что здесь происходит. Накачиваем воздух. Позаглушили здесь, что у нас что-то выстреливало, где-то утечки. Убираем утечки воздуха. И сейчас будем пробовать накачивать. Там, наверное, нету. Надо кран. О! В общем, механически-то работает это все. Ой, Юр, возьми ты там, отрегулируй.
это не накачивается, слышишь? Поправь. Подними ее просто вверх. Вот она и спускает, возможно. Бляха, как это все победить, я не знаю. О, пошло, только пальцы смотри. Я же тебе рассказывал, я уже убивал от этой подушки. Стало? Нет, опускай. Опустил. А, тарелка не стала? Да. Да, там мимо дырки. В общем, сейчас веселиться будем, поэтому... Пальцы остались. Я убегал от подушки на Вольве. Управлял, она выскочила, я убегаю, она выстрелила. Страшное дело, блин. Как только сходит воздух, они все падают, блин. И что с этим делать, я не знаю. Ну, пусть качает воздух. Потом расскажу, что у нас получается, но пока у нас нифига не получается. Ну что ты, наложил кирпичей? Я думал, друзья, что у нас крыша поднимется здесь в гараже. В общем, наши эксперименты... Я водитель опытный, я уже с этим сталкивался, поэтому меня не напугать. Так вот взорвалась подушка. Родная. Короче, как ухнула. Ну, видимо, мы перли этот воздух сюда, да? Нет. Вот он, видишь, он до сих пор качает в эту подушку. Он качал сколько мог. Ну, эти ж не взорвались. В общем, не знаю, надо нам, Послушай, наверное... если подушка взрывается просто от воздуха, то грош цена этой подушки. Да, она просто уже устала. С грузом она будет Да. еще чаще взрываться. Я думаю, нам надо все 4 подушки поменять и забыть про эту проблему. Это, конечно, жуть. Плохо, что подписчики ушли, так бы они запомнили на всю жизнь. И Да. им привет! Передаем привет подписчикам нашим из Могилева. Они только что вот ушли. Хорошо, что, ну, ребенок хоть, так бы он испугался конкретно. В общем, крыша на гараже подпрыгнула, Юра присел, а я в этот момент вообще, он там кран уровня пола лазил под мотором, регулировал кран переднего. Я думал, передняя взорвалась. Если бы там передняя взорвалась, это вообще ужас бы был. Ой, так что, друзья, грузовая техника — это всегда стрём. Это всегда стрём, нужно быть максимально аккуратным и всегда соблюдать правила техники Ну, у безопасности. нас сегодня удачный день. Да. Мы сломали стакан, взорвали подушку, сломали кран. Кран. А И что мы еще? сделали? Ну, короче, дефектовку Вольво. Мы ничего не сделали. Как, дефектовку? Смотри, сколько запчастей надо покупать. Да ну ее нафиг такую дефектовку. Ладно. Ну, хорошо, пусть будет так. Но мы еще поняли, что воздух с передних подушек спускается посередине почему-то. В общем, тут такая сложная система, как в ней разобраться, я просто не представляю. Ух, ну ладно, надо передохнуть, потому что, блин, что-то блохи все попомерли. Приехали запчасти на Volvo. Смотрите, во-первых, крыло. У нас их не хватает. Одно я нашел, вот сюда. Видите, будет красота. Такой спойлер здесь должен стоять дополнительный. Вот, у нас его нету ни одного, ни второго. Эта запчасть приехала из города Калинковичи. Калинковичам привет. Вот, также заказал подушку Stellax. Будем пробовать ее устанавливать. И, ну, попытаемся поставить во всяком случае. Также это экспериментальная подушка, которую я хотел купить. Думал, что она в сборе идет и с верхом, и с низом. Вот, думал переделывать. Но потом понял, что это сложно и нету смысла, потому что все равно она снизу с отверстием. Я почему-то переживаю за то, что подушки будут сваливаться, как только сойдет воздух. Вот не знаю, почему-то у меня такой страх есть. Может быть, у вас есть опыт, друзья, что делать, чтобы эти подушки не сваливались, когда сходит воздух. Пишите обязательно в комментариях. Также купил вот такой прибор. Но это все недорого стоило. 50 рублей. Плюс закупился кнопками, которые у нас сломаны были. Вот. Их тоже поставим. Ручку водительскую купил на вольвешника. И купил фитингов. Так. Вот всяких. Ну, это вот это можно сюда вот так. Чик. Потому что постоянно эти приключения, вот оказывается, можно их купить бэушные. Ну и купил вот этот кран. Тоже он у нас на раме с отломанным вот этим электромагнитом. Не знаю, работает этот кран, не работает. Но буду смотреть. Буду сейчас пропшикаю его весь.
и пусть он отмокает. Вот. Работает, так работает. Не работает, значит, не повезло. Для чего он, я тоже не знаю. Может, кто-то из вас сталкивался, вы пишите. Он стоит по центру рамы, и у нас на него почему-то постоянно идет ток. Вот, не знаю, буду с этим тоже разбираться. Вот, так что, возможно, кстати, клавиша вот эта Air Dump, она как раз вот и подает сюда воздух. Пневмосистема в Volvo очень сложная, там разобраться, наверное, нереально, но очень много всяких трубок. Если бы, да, знал, как это работает. Но я, кстати, заказал книгу, может, там что-то будет. Посмотрим. По вашим советам, друзья, я часто в комментариях прислушиваюсь, поэтому огромное всем спасибо, что пишете и что-то подсказываете. Я не могу разбираться во всем, вы сами понимаете, и поэтому также хорошо, когда есть дельные советы с тем, как, что нам делать и крутить. Вольвешник будет потихоньку оживать, также закупил антифриза. Потихоньку закупаю по 2 канистры. Вот, ну, наша задача эту машину сделать красивше и чтобы она нас радовала. Сварим площадку, металл, к сожалению, еще пока что мы не забрали, но уже скоро, я думаю, заберем. Вот это все бэушное 180 рублей белорусских, крыло 50 с доставкой, подушка 75 рублей, вот эта подушка 150 рублей. Но это неправильный опыт, попандос, можно так сказать. Так что такие дела. Все, сейчас попытаемся прикинуть подушку, посмотреть, становится ли она. Это первое, что я хочу сделать. И как будет выглядеть наша машина с этой подушкой. С этими подушками это такой трэш. Я не представляю, блин. Особенно, как сейчас на улице прохладно. Просто невозможно ее достать оттуда. А запаковать вообще не представляю. По-моему, это нереально. Буду устанавливать так, с перекосами, воздухом пытаться, чтобы они защелкнулись. Посмотрим, маслицем помажу здесь или солидолом. Не знаю. Сейчас буду пытаться впихнуть невпихуемое. Не знаю. Вот наш новый пьедестал. Там зазор, блин, минимальный у нас. Вообще не представляю, как это должно выглядеть, блин. Надо еще, наверное, донкратить больше. Да, сейчас еще поддонкрачу. Сейчас начнутся нервы. Она, если ее одну вовнутрь другую не вставляешь, она перекашивается, то есть смещаются плоскости. Либо это переваливается, либо это. Сейчас буду возиться, друзья, потому что, наверное, будут все-таки нецензурные слова. Ну, потом, если что, включусь. Мучился я, мучился кардинально. Когда нервы заканчиваются, начинает думать голова. Кардинально меняем план. Вариантов я не вижу. Я знаю, просто мы на Вольве мучились там с Юрой тогда. Сейчас сделаю съемник, точнее такой вот, видите, штуку полукруглую, которая будет иметь направляйку в виде болта. И по краям такие выступы наварю на нее. Вот на эту деталь. Ну, я вам покажу. И будем прессом задавливать туда вот эту резинку. Будем работать, как делает завод. Вот, так что сейчас беру плазморез, вырежу это все и будем пробовать. Возможно, вы еще не видели мой плазморез. Это Solaris Aircut RS400 с встроенным компрессором. Штука крутая, но мы же крутые блогеры, правильно? Поэтому должен быть крутой инструмент. Сейчас попробуем, ну точнее я уже пробовал, сейчас прорежем, вырежем это все и попробуем сделать этот уникальный инструмент.
Упали. Штука неплохая, видите, можно вырезать, но надо приучиться, потому что и правильно держать эту резак, все это нужно уметь, то есть чтобы все правильно происходило. Короче, пацаны, нифига не работает эта конструкция. Оделась эта сторона, сейчас пытаюсь одеть ту сторону. А оно нифига снимает отсюда. То есть нужна плоскость опоры по всей ширине подушки. По-другому никак, видимо. Странно. Так, ну в общем, очередной квест у меня. Очередной квест. Везде сидит, вот здесь чуть-чуть слазит. Там, где нету опоры у этой вот нашей педальки. Ладно, сейчас буду сражаться, посмотрим. Все, друзья, я это сделал, но конструкция хлам. Ее можно совершенствовать как-то. В общем, пока я не всунул вовнутрь подушки вот это кольцо, которое, по сути, ну, почти, видите, по краешкам. Вот только тогда я смог запрессовать эту подушку. И то смог только чуть-чуть запрессовать, потому что кольцо уперлось в корпус. Потом уже допрессовывал нашей вот этой вот штукой. Таким образом, она сидит, подушка, сидит там безумно плотно. И, ну, сползти у нее шансов, наверное, нету. Но эта задача была непростая. Я не знаю, как это делать в условиях, ну, в условиях поля. Мучиться и воздухом ее накачивать, других вариантов нету. Огромная благодарность советскому дальнобойщику, который в видео рассказал, как пользоваться вот этими фитингами. И это очень крутая вещь, то есть он раскручивается. Если вам вдруг надо трубку поменять, вы здесь отрезаете, а здесь плоскогубцами вытягиваете. Ну, либо сразу можно просунуть. И вставляете новую трубку. Все разборное, все собирается очень легко и просто. Вот так вот зажали. И у вас готов. И это очень надежное соединение. Вот, так что огромная благодарность и привет от канала Custom Truck. Все, я сейчас вкручу, чтобы у нас был надежный воздух, чтобы нигде ничего не сифонило, не шипело. И будем пробовать вставлять подушку. Сейчас буду весь в этом герметике, но я должен это сделать. У нас еще проблема, что подушка, понимаете, китайская. Если бы была хорошая оригинальная подушка, то, я думаю, таких проблем не было бы. Вот прям уверен. Она бы и села хорошо, и сидела бы хорошо, и все бы было хорошо. А поскольку запчасти барахло, поэтому вот и мучаемся. Ну что, это, видимо, победа, друзья. Сейчас буду накачивать, посмотрим. Можно сказать, что я победил эту конструкцию, да? Осталось 3. Вот, ну закажем, в общем, такие подушки. Наверное, это то, что нам надо. Все стало, она раздулась вширь и начала огибать пьедестал. Хотя я переживал, что, возможно, она просто будет, ну, вот так и останется такой же толщины. Но я не знаю, как это работает.
какие они нагрузки выдерживают. Вы видели хоть раз, едешь за фурой, вот так постоянно эта подушка, вот так. Блин, не знаю, но как-то это работает. И работает очень долго, очень долго. Вот, ну, поменяем все 4 подушки, и я думаю, будет все нормально. Да, объем работы будет большой, но ничего не поделаешь. Так что заказываем еще 3. Все поменяем и будем знать, что у нас все хорошо. Вот, так что продолжаем работать. Снял я пьедестал, который вот здесь стоял у нас с правой стороны, с пассажирской. Это вот похож на оригинальный пьедестальчик, такой, который у нас второй сгнил. Он имеет, видите, высокий бурт, конусность на этом бурте немножко в начале, то есть сюда будет одеться проще. Это уже, видимо, китайский покупной. Вот, это, который выстрелил у нас пьедестал. Вот, вместе с подушкой. Ну, вот это чуть похуже выглядит, но, тем не менее, мы их можем использовать без проблем. Вот, они достаточно такие массивные, хорошие. Я думаю, все будет отлично с ними. Новые не будем покупать. Вот, эта поверхность у них нормальная. Здесь немножко в герметике, но это ничего страшного. Ну, я думаю, нормально все. Поменяем. Сейчас осталось только дождаться. Этот тоже поменяем. Вот, видите? Фигня какая. Вот они слазят вот так вот, эти подушки, блин. Хотя здесь не слезло, видите? То есть чисто вверх слез. Ну, поменяем уже. Тут тоже еще вот оригинальная подушка стоит. Она может гэхнуть. Ну, а та уже стоит час. Воздух не спустил. Так ее и оставим, чтобы хорошо приклеился вверху герметик. Так, у нас 2 хорошие новости, друзья. Подушка держится. Все приклеилось, все четко. Она даже держала воздух немножко. Вот, когда я пришел. Так что это хорошая новость. Прям вообще хорошая. Еще хорошая новость. Пришел нам кран вапковский на подвеску. Это не вольвовский кран, но кран типа похожий. Буду пробовать его устанавливать. Но вижу следы, что он вскрывался. На Авито покупал. И поэтому, возможно, будет косяк. Возможно. Но если будет косяк с этим краном, то мы будем делать механику и просто уходим от этой системы автоматического подъема. Вот, наверное, не будем это делать. Но это уже все будем заниматься в следующих сериях. Так что огромное спасибо, что следите. Вам только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Ну а мы ждем запчасти. Ждем еще 3 подушки на остальные места. Ну, одну мы поменяли, еще нужно 3. Ну и после этого уже будем продолжать все это делать. И вот-вот уже должен приехать металл, надеюсь. Все. Всем пока.